Его звали Марк Вендлер, миллионер, владелец консалтинговой империи, коллекционер антиквариата и человек, в телефоне которого никогда не было случайных звонков. Его дни были выстроены по минутам, встречи за месяц вперед, а мобильный номер знали всего несколько человек. В тот вечер он сидел один в своем кабинете, окруженный тишиной, кожаной мебелью и запахом виски. Внезапно телефон зазвонил. Номер был неизвестный. Он хотел отклонить, но что-то остановило его палец. Он нажал на зеленую кнопку. «Папа, мама упала. Она не дышит». Голос был детским. Девочка, испуганная, в панике. Он остолбенел. Это было не просто ошибкой. В голосе было слишком много настоящего. Он молчал секунду слишком долго. «Папа, ты слышишь?» Он не знал, что сказать. Он знал, что у него нет детей. Он никогда не был женат, у него не было семьи. Но сердце вдруг зашлось от того, как она это сказала «папа», как будто верила. Он, наконец, заговорил. Спросил адрес. Девочка, всхлипывая, ответила. Он записал. Не раздумывая, схватил ключи и выскочил в ночь. Квартира оказалась в старом районе, обветшалом, полном тишины и желтых окон. Дверь была приоткрыта. Он вошел, позвав. Девочка лет 8 с длинной челкой и огромными глазами выбежала из коридора и потянула его за руку. На полу в комнате лежала женщина, глаза закрыты, лицо бледное. Он бросился к ней, проверил пульс. Был слабым, но был. Он вызвал скорую, остался с девочкой, пока не приехали врачи. Женщину увезли. Девочка сидела, прижавшись к нему, и не отпускала руку. «Ты не мой папа, да?» Он посмотрел на нее. «Нет», — сказал он, — «но ты правильно сделала, что позвонила». Позже выяснилось, что она набрала номер по памяти тот, который слышала от матери, когда та в шутку говорила: «Если что, звони нашему ангелу-хранителю», и называла случайный номер, когда-то записанный со старой визитки. Это и был он, Вендлер, которого она знала лишь по имени и случайной фотографии на стене стоматологической клиники, где когда-то висел его рекламный портрет. Он не ушел в ту ночь, а потом вернулся снова. Он навещал женщину в больнице, узнал, что она мать-одиночка, работала на 3 работах, чтобы прокормить дочку. Они жили на грани. Ни связи, ни помощи. Никого рядом. Он не сразу понял, почему остался. Не из жалости и не из долга. Просто что-то наконец прорвалось в нем, в человеке, который имел все, кроме того, что по-настоящему нужно. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.